Всем привет! Совсем недавно линейка дронов SJ-RC F11 тоже пополнилась моделью с механическим подвесом камеры. Казалось бы, ну и что тут особенного, они не одни такие. Но мне кажется, что как раз этот дрон прыгнул выше всей этой компании недорогих квадрокоптеров, которые обзавелись недавно механическим подвесом. И главное, что он явно рвет своего основного конкурента SG-906 Pro 2, с которым тягался еще год назад, когда оба этих дрона существовали еще в первых своих версиях. Начнем, пожалуй, с самой главной плюшки, которой обзавелся F11. Остальные нововведения рассмотрим после. Камера. Теперь она 4К и без дурацкого эффекта рыбий глаз, который лично меня очень раздражал. Многие, конечно, скажут, да какое тут 4К, оно не настоящее и так далее и тому подобное. И в чем-то будут правы. Естественно, камера не дотягивает до дронов уровня, например, Fimi X8. Но и цена на дрон ведь гораздо меньше. И насколько я могу судить, качество изображения очень достойное. Камера расположена на двухосевом подвесе, который компенсирует повороты дрона в полете по двум осям. Благодаря этому необходимая картинка находится всегда в объективе камеры. А вот чтобы убрать тряску, которая неизбежна во время полета, камера имеет систему EIS. Это система электронной стабилизации изображения. Если совсем кратко, то процессор фиксирует колебания изображения и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания картинки. Качество при этом немного падает, но, как видите, не настолько, чтобы это явно бросалось в глаза. Сравним обычный SJ-RC F11 Pro, в котором не было никаких систем стабилизации, с версией, которую мы рассматриваем в этом видео. Тут в принципе и комментировать даже нечего, разница налицо. И тряска, и наклоны дрона в полете, все видно очень явно. Теперь давайте сравним видео, записанное ближайшим конкурентом нашего дрона SG-906 Pro 2, который имеет трехосевой подвес и по идее должен быть как минимум не хуже. Это, конечно, мое мнение, но думаю, что многие согласятся, что изображение на правой картинке явно выигрывает. Дело в том, что камера SG-906 Pro 2 EIS не имеет, отсюда и тряска, которую мы сейчас наблюдаем. Если присмотреться, то у F11 можно увидеть небольшое мыло, но его намного меньше, чем у всех остальных подобных дронов данной ценовой категории. В этом плане SJ-RC F11 Pro 4K явно на порядок выше своих собратьев. Теперь, кстати, камера снимает с частотой 30 fps, в отличие от 25 fps у прошлых моделей. Также, в отличие от предшественников, в новой модели есть возможность дистанционно управлять поворотом камеры не только по вертикали, но и по горизонтали. Производитель заявляет, что дальность передачи видеоизображения теперь достигает 1200 метров. Так как связь обеспечивается через Wi-Fi 5 ГГц, не знаю, как они этого добились, скорее всего установили более мощный Wi-Fi модуль. Но, исходя из опыта использования предыдущей модели дрона, можно смело делить это расстояние пополам. Нет, скорее всего у кого-то действительно так и будет, тут все зависит от модели вашего смартфона. Они у всех разные и Wi-Fi антенны, расположенные внутри, соответственно тоже разные. У моего старого F11, например, в деревне, где мало засорен эфир, иногда дальность связи по видео достигала 600-700 метров. В черте города она обрывалась где-то метров на 300-400. Но радиосвязь с пультом была как заявлено, 1200 метров. Поэтому можно было лететь, так сказать, на ощупь, а потом включать режим возврата домой. Кстати, в новом дроне дальность радиосвязи увеличена до 1,5 километра, и этому параметру вполне можно верить. Возможно, некоторые не поняли сейчас, что к чему, скажут, намешал тут в одну кучу 400 метров, 1200 метров. Ничего не понимаю. Тут следует понимать, что видеосвязь с камерой дрона и связь с пультом управления разные вещи. Пульт связывается с приемником дрона, и через него осуществляется управление полетом. А для передачи видео в полете камера коптера через Wi-Fi связывается с вашим смартфоном, на который надо установить специальное приложение, которое теперь стало более функционально и интересно. Как всегда напомню, что ваш телефон должен поддерживать Wi-Fi 5 ГГц. Проверьте это в его настройках. Запись видео ведется на карту памяти microSD, которая должна быть не менее 10 класса, иначе видео может записываться с тормозами. Ее можно купить самостоятельно практически везде, либо заказать комплектацию, в которую она входит. Параметры аккумулятора остались без изменений. Емкость 2500 мАч, при напряжении 11,1 вольта. По идее, она могла бы быть и побольше, конечно, но наверняка производитель как-то оптимизировал расход электричества и всю винтомоторную группу, так как продолжительность полета не уменьшилась и осталась на уровне 26 минут. Кстати, важный совет. Не держите аккумуляторы заряженными долгое время. Долго это несколько дней. Лучше заряжать их накануне использования, так они прослужат гораздо дольше.
Про основную фишку вроде бы рассказал. Теперь перейдем к другим изменениям. Пульт теперь выглядит намного более круто. Он имеет цветной ЖК-экран, более большого размера и более высокого разрешения, чем предыдущая модель. Емкость аккумулятора пульта осталась без изменений – 300 мАч. О всех его функциях и функциях приложения рассказывать сейчас нет особого смысла, так как они вполне стандартные. Всякие там фильтры для изображения и видео, управление жестами. Я лично ими просто не пользуюсь, но вы можете почитать о них на странице товара, ссылка на которую находится в описании под видео. Силовая установка также без изменений. Надежные бесколлекторные моторы размера 1806, которые уже хорошо зарекомендовали себя в прошлых моделях. Имеется 3 режима скорости – 6, 8 и 15 метров в секунду, что соответствует примерно 21, 28 и 54 км в час. Также у данной модели появилась нижняя камера для удержания позиции, которая действует совместно с GPS и делает позиционирование более точным. Режимы управления дроном в полете также вполне стандартные, как и во многих других квадрокоптерах. Многие с ними знакомы, но я исхожу из того, что человек, смотрящий видео, возможно, впервые заинтересовался квадрокоптерами и понятия не имеет, что могут современные дроны. Поэтому вкратце пробегусь по ним, как и в остальных роликах. Функция Follow Me или Следуй за мной. Благодаря ей дрон летит за вами на небольшом расстоянии. Это очень удобно для съемки в движении и видео селфи. Облет точки интереса или движение по орбите. Квадрокоптер совершает облет по кругу выбранной вами точки и по выбранному радиусу. Режим также предназначен в основном для эффектной съемки. Движение по точкам. Дрон следует по GPS-координатам, которые вы ему задали в приложении. Return to Home или возврат домой. Квадрокоптер самостоятельно возвращается на точку взлета по вашей команде или по разряду батареи. В любую комплектацию дрона входит кейс для переноски. Также туда входит защитный кожух для камеры, который желательно установить во время переноски. Пульт управления, кабель USB для зарядки, аккумулятор от 1 до 3 в зависимости от того, сколько вы выбрали, дополнительные лопасти пропеллеров, инструкция, шестигранный ключ и несколько болтиков. Как всегда, посоветую брать комплект, где аккумуляторов хотя бы 2, потому что одного обычно мало, по крайней мере мне. Но это в любом случае ваше решение, я просто советую. Что могу сказать в итоге? Я думаю, что SJ-RC F11 Pro 4K в ближайшее время будет топовым в своем ценовом сегменте. Все, что есть рядом с ним, все-таки хуже. Его смело можно рекомендовать как доступный и компактный дрон для съемки видео. Ссылка на квадрокоптер будет в описании под роликом. В конце добавлю, что на AliExpress 11.11, то есть 11 ноября, грядет большая распродажа, которая проходит каждый год. С 28 октября начнется раздача купонов, которая продлится вплоть до 11 ноября. Сама распродажа продлится 2 дня, с 11 по 13 ноября. Так что мониторьте ситуацию, возможно, найдете для себя что-нибудь выгодное. Если вы что-то нашли, но распродажа еще не началась, советую кинуть товар в корзину, чтобы не забыть. Он оттуда никуда не денется. На этом я и закончу. Если обзор был для вас полезен, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Хорошего всем настроения и правильного выбора. Удачи!